Всем привет! Вы на канале Анима, и сегодня мы поговорим об электричестве. Что такое электричество и как оно возникает? Электричество– это движение или взаимодействие заряженных частиц между собой. Чтобы понимать, что такое заряженные частицы, нам нужно помнить, что любой материал, будь то дерево, камень, стекло или вода, состоят из более мелких элементов, которые называются молекулами. Молекулы, в свою очередь, состоят еще из более мелких частиц, которые называются атомами, что с древнегреческого переводится как «неделимый». Атомом же называют взаимодействие субатомных частиц – протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны находятся в центре атома и создают так называемое ядро. Протоны – это положительно заряженные частицы. Нейтроны заряда не имеют. Окружающие их частицы являются отрицательно заряженными электронами, которые по нескольким орбитам разной удаленности вращаются вокруг ядра. Структура атома удерживается за счет взаимодействия частиц между собой. Заряды схожих знаков отталкиваются, а разных притягиваются. И поскольку число электронов в атоме всегда равно числу протонов, положительные и отрицательные заряды уравновешены. Чем ближе электрон находится к ядру, тем с большей силой он притягивается к протону, а электроны, расположенные на дальних орбитах, имеют самую слабую электрическую связь с протонами. И если атому придать некую энергию извне, например, нагреть его, то электрон может покинуть свою орбиту и, соответственно, свой атом. Такие электроны становятся свободными, они и являются электрическим током. Также они могут занимать место на орбите другого атома, а при перемещении совершать полезную работу. Когда атом теряет свой электрон, соответственно, он теряет и отрицательный заряд. Тогда нейтральный баланс нарушается, и суммарный заряд протонов преобладает над отрицательным зарядом оставшихся электронов. Такой атом имеет свойство положительного заряда и называется положительный ион. Если атом получает дополнительный электрон, тогда будет преобладать отрицательный заряд, и такой атом будет называться отрицательным ионом. Такой процесс получения или потери дополнительного электрона называется электризацией. А когда тело имеет избыток или недостаток электронов, то есть явно выраженный заряд какого-либо знака. Тогда говорят, что тело наэлектризовано. Рассмотрим пример, который вы можете повторить прямо сейчас. Если натереть пластмассовую палочку о шерсть или ткань, то за счет сил трения электронам, находящимся в атомах ткани, сообщается некоторая энергия, под действием которой они покидают свои атомы и занимают места на орбитах атомов пластмассы. В результате этого пластмассовая палочка приобретает отрицательный заряд за счет избытка электронов, поступивших из ткани. Такой процесс называется электризация трением. Возникает статическое электричество. И если эту заряженную пластмассовую палочку поднести к маленьким и легким кусочкам бумаги, то они начнут притягиваться к ней под действием электрических сил или сил электрического поля ввиду избытка электронов у палочки. Сила, с которой происходит взаимодействие между зарядами, определяется величиной заряда, расстоянием между телами и средой, в которой находятся заряженные тела. Эта зависимость была установлена французским ученым Кулоном. Соответственно, закон, описывающий это явление, назван в его честь. Ну а на этом все. Продолжение вы можете посмотреть в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи!